Начнем с приготовления просто шикарных медовых коржей. В миске смешаем 3 яйца, 150 грамм сахара, 100 грамм любого меда и 60 грамм сливочного масла. Все это немного перемешаем венчиком и поставим на водяную баню, не забывая время от времени помешивать. Когда масло растает и все ингредиенты соединятся, добавим 1,5 чайной ложки пищевой соды. Варим, помешивая около 2 минут. Масса начнет интенсивно пениться. Это означает, что сода вступила в реакцию с медом. Снимаем с огня и сразу добавляем 500 грамм муки. Муку желательно просеивать. Перемешиваем. Тесто получается довольно тягучее. Еще горячее тесто перекладываем на рабочую поверхность, обильно посыпанную мукой. Формируем колбаску и делим тесто на 6 равных частей. Можно воспользоваться весами и разделить тесто на кусочки по 160 грамм каждый. Забивать тесто мукой не нужно. Посмотрите, какое оно мягкое, пластичное и совсем не липнет к рукам. Накроем тесто пищевой пленкой и дадим ему постоять 15 минут. После этого каждый кусочек раскатываем в пласт. Это можно делать как на столе, посыпанном мукой, так и сразу на пергаментном листе. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 4 минуты в режиме вверх-вниз. Получается вот такой пышный и красивый корж. Форму выбирайте сами: круг, квадрат или прямоугольник. Я в этот раз решила сделать квадратный торт размером 20 на 20 сантиметров. Таким образом подготавливаем все коржи. У меня получилось 6 больших мягких коржей, а из обрезков я в дальнейшем сделаю крошку для посыпки торта. Коржи готовы, займемся кремом. Нам понадобится 600 грамм густой сметаны, 350 грамм вареного сгущенного молока, и 10 грамм ванильного сахара. Все это перемешиваем до однородного состояния. Крем для медовика вы можете использовать любой, как заварной, так и чисто сметанный. Это уже дело вкуса. С такими коржами любой крем сделает торт просто восхитительным. Собираем торт. Визуально делим крем на 6 примерно равных частей и промазываем каждый корж. По желанию можно добавить нарезанные орехи и чернослив. Вкус получится богаче и праздничнее. Пишите, откуда вы меня смотрите, и не забывайте ставить лайк этому видео. Также покрываем кремом верх и бока торта.
Из обрезков готовим крошку. В классическом варианте крошкой посыпается весь торт, но я решила украсить его немного по-другому. Торт должен постоять при комнатной температуре как минимум от 1 до 3 часов, а еще лучше 6-12 часов. Тогда он хорошо пропитается и станет очень нежным и еще более мягким. Я не стала дожидаться времени пропитки и сразу отрежу кусочек, чтобы показать вам разрез. Из минимального количества ингредиентов получается вот такой большой, шикарный и очень вкусный торт. Очень вкусный, мягкий, сочный, а главное быстрый домашний торт без весов и миксера. Все максимально просто, но в то же время не банально. Итак, начнем. В миску разобьем 3 небольших яйца комнатной температуры. Если у вас яйца крупные, хватит и 2. Добавим щепотку соли и 1 стакан сахара. Я использую чуть меньше, потому что люблю, чтобы не было слишком сладко. Переберем венчик и просто хорошо перемешиваем. Взбивать ничего не нужно, просто соедините все до однородности. Далее добавляем 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Если вам не нравится вкус растительного масла, смело заменяйте на растопленное сливочное. Тоже 3 ложки. С ним вкус будет более насыщенным и сливочным. Еще раз все перемешайте венчиком. Перемешивать лучше недолго, просто чтобы объединить ингредиенты. Теперь вливаем стакан теплого кефира. У меня стандартный стакан 250 мл. Обратите внимание, кефир должен быть именно теплым, не горячим и не холодным. Теплый кефир хорошо активирует соду, и торт поднимается равномерно. Так что просто подогрейте его чуть-чуть до приятной теплоты. Теперь добавим 1 полный стакан муки. Обязательно просеивайте ее, это важно. Просеивание не только избавит от комочков, но и делает муку более воздушной, что положительно скажется на текстуре. Добавим немного ванильного сахара или ванильного экстракта, что еще лучше. Далее делим тесто на 2 равные части. Это можно сделать на глаз, но если хочется точности, можно воспользоваться половником или кухонными весами. Одна часть у нас останется ванильной, а во вторую мы добавим аромат кофе. Можно использовать и какао. В первую часть добавим 1-2 столовые ложки муки, чтобы уравнять консистенцию. Тщательно перемешаем, чтобы не было комочков. Тесто должно быть как на жидкие оладьи. В другую добавим 1 столовую ложку растворимого кофе. Перемешаем и отставим пока в сторону. Пусть кофе полностью растворится. Важный момент. Соду добавляем только перед выпеканием и только в ту часть теста, которую собираемся отправлять в духовку. Всего по рецепту нам нужна 1 чайная ложка соды, то есть по пол чайной ложки в каждую часть. Если у вас нет 2 одинаковых форм, выпекайте поочередно. Просто не добавляйте соду во вторую миску до тех пор, пока не освободится форма. Так мы удалим крупные пузырьки воздуха. Выпекаем при температуре 170-180 градусов Цельсия около 20 минут. Все зависит от вашей духовки, поэтому обязательно проверяйте готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить из центра коржа сухой. Когда корж готов, он золотистый, упругий, мягкий.
Аккуратно достаем его из формы и перекладываем на решетку, чтобы он немного остыл. Теперь очередь второй части теста. Кофе к этому времени уже растворился. Добавляем 1 столовую ложку муки и пол чайной ложки соды. Перемешиваем и сразу выливаем в форму. Дно формы застелите бумагой или хорошо смажьте маслом. Отправляем в духовку. Выпекаем также при температуре 170-180 градусов около 20 минут. Срезаем шапочку. Разрезаем каждый корж на 2 части. У нас получится 4 мягких, сочных, без крупных дырок с очень нежной текстурой коржа. Разрезать их удобно длинным тонким ножом. Ну, сейчас приготовим крем. Нам понадобится неполная банка сгущенки, примерно 250-300 мл. Добавим 2 столовые ложки лимонного сока и хорошо перемешаем. Качественная сгущенка от лимонного сока загустеет и станет более плотной. Затем добавим 400 граммов густой отвешенной сметаны и все перемешаем до однородности. Если не любите сметану, можете использовать такое же количество сливочного сыра. Получится тоже очень вкусно. Крем готов. Собираем торт. Каждый корж щедро промазываем кремом. Подойдет форма для выпекания диаметром 20-22 см. Можно использовать и 24, тогда торт получится чуть ниже, но большего диаметра. Верх и бока тоже покрываем слоем крема. Теперь займемся украшением. Обрезки от коржей измельчим в крошку. Благодаря тому, что один корж у нас светлый, а другой темный, крошка получается двухцветная и очень красивая. Измельчим ее в блендере или руками и обсыпем ею весь торт. Получается аккуратно и по-домашнему уютно. Если дать торту постоять хотя бы пару часов, он станет еще нежнее и более пропитанным. Но если не терпится, можно пробовать сразу. Я разрезала торт сразу. И посмотрите, он невероятно мягкий, сочный и, поверьте, очень ароматный. Если вам понравился рецепт, поддержите канал лайком, напишите в комментариях, будете ли вы пробовать его готовить. А если не приготовите, все равно напишите.